Здравствуйте, друзья! И сегодня мы идем с вами в Пашийскую пещеру, чтобы провести один эксперимент. Обнаружить, как я уже давно собирался, газ-радон. Газ-радон, невидимый убийца, так называют его. По статистике, второе место занимает в причине образования рака легких после курения. Пещеры, по логике вещей, являются естественными аккумуляторами этого газа, который выделяется из почвы, из камней. Газ радон является одним из дочерних продуктов распада урана, который очень повсеместно, уран-238 повсеместно распространен. Это как золото. Многие считают, что золото — это очень редкий металл. Нет, на самом деле золото — это очень такой распространенный металл. Просто скоплений его в промышленных масштабах мало. А так он есть практически почти везде. Также и уран. Мы будем с вами сегодня измерять двумя дозиметрами. У меня мой Radex 1008 и Atom Swift. Atom Swift тоже со мной, он сейчас всегда со мной живет, короче, в кармане. Будем пройдем, вернее, от самого начала пещеры и по гротам. В гротах будем останавливаться, делать дополнительные измерения. Ну и полюбуемся, конечно, красотой пещеры. Я хоть не раз ее показывал уже в своих роликах на каналах, на наших. Но еще раз, особенно такие интересные места, конечно, покажу. Поехали! Сейчас, смотрите, наш Radex 1008 показывает 0,07 микрозиверта в час. 0,07 микрозиверта в час. Это фон, естественный фон для данной местности. Нормально 7, 8, 6 микрозиверта в час. Показания могут меняться в зависимости от обстановки. Ну и погрешность, конечно, измерения прибора тоже присутствует. Показания Atom Swift 0,03 микрозиверта в час. 0,03 микрозиверта в час — это тоже нормальное показание для данной местности. И Atom Swift всегда немножко занижает показания, потому что он более чувствителен к низким энергиям, а Radex 1008 к высоким энергиям гамма-излучения. И смотрите, также график архива идет довольно-таки ровно, без каких-то резких скачков. То есть здесь однообразный, нормальный, как бы естественный фон. Опа! Смотрите, какая панорама открывается. Классно. Река Вижай. Вот она туда течет. Скоро начнутся сплавы. И, собственно, сам камень. Большие воронки, высота его от уровня реки 100 метров. Там внизу сейчас по тропинке будем спускаться. Как раз и расположена Пашийская пещера. Посмотрим, какой же у нас фон здесь, на камне уже. Atom Swift у нас показывает те же самые 0,03 микрозиверта в час. На Atom Swift все стабильно. И те же самые 0,07 микрозиверта в час на Radex 1008. То есть все стабильно. Здесь ничего у нас нет. Из радиации я имею в виду. Спускаться приходится очень осторожно, потому что здесь лед. Тропа хоть она и есть, но она обледеневшая. Лучше идти по естественному грунту. Иначе можно довольно-таки быстро скатиться до уровня реки. А это нам не надо. Сейчас вот тропа туда вниз уходит. Вообще не знаю, как туда спускаться. Смотрите, как круто. Ну, вроде натоптано, попробуем. Да. О, рябчик здесь бывает даже. Вон какашки рябчика. Ничего себе. Аккуратно будем бить ступени тоже. Но сегодня подморожено, поэтому снег очень плотный. Очень плотный.
Хорошо, что у меня берцы с хорошим протектором. Это, как вы помните, уже Faraday 517 модель. Вот сюда нам. Ну вот здесь можно отойти немножко в сторону с плотного снега. Нет, не получается. Ну все, вроде как основной крутой спуск мы спустились. Все у нас получилось. А вот и сам вход в Пашистскую пещеру. Сейчас мы переоденемся в специальную пещерную одежду и отправимся проводить наш эксперимент. Итак, друзья, приступаем к нашему эксперименту. Сейчас, как я уже говорил, мы будем с самого входа замерять и следить, отслеживать радиационный фон. Наши приборы в состоянии, вернее, не в состоянии измерить и зафиксировать сам газ радон, но они в состоянии зафиксировать дочерние продукты его распада, которые образуются при радиоактивном распаде частиц газа. Вот. Как же собрать ДПР? Оно ведь вокруг. Но наши приборы могут фиксировать его. Ну и дополнительно я решил использовать вот респиратор. Дышать мне все равно придется, да? А чтобы не делать это впустую, я буду дышать через респиратор. И, соответственно, это как пылесос получится. Как будто я вдыхаю, затягиваю воздух. ДПР радона, содержащиеся в воздухе, должны осесть на респиратор, и как бы мы сможем их зафиксировать тогда уже. Сейчас я измерю фон респиратора обеими приборами. Вот он только что новый на мне надет. И будем периодически измерять фон во время пребывания в пещере. И по выходу из пещеры также мы замерим фон, ну и на одежде тоже. Посмотрим, что мы увидим, а что нет. Сначала посмотрим, какой у нас фон вообще здесь. Я отвел вот Atom Swift подальше от респиратора. И посмотрим сейчас, что нам покажет прибор. Те же самые 300 микрозиверта в час. Стабильно. Кладем на респиратор. Ждем. Ждем. Ничего не происходит, видите? То есть Atom Swift никак сейчас не реагирует на него. Также нет какой-то особой реакции на графике прибора. Вот какие-то всплески есть, но они единичные, могут быть связаны с грунтом. Что-то есть, какие-то единичные всплески, радоновые, похоже. Но это, скорее всего, связано с тем, что уже воздух из пещеры, возможно, попадает сюда. Смотрим, что покажет Radex. Вот у него 300 фон. Но я думаю, что если мы будем подносить его к земле, фон немножко увеличится. Ну, посмотрим. Как говорится, будем посмотреть. Смотрите, 400 микрозиверта в час. Все. Дальше фон не идет. Нет увеличения. Вот такая ситуация. Смотрите, график скачет от 3 до 400 микрозиверта в час. Смотрите, какие пики нарисовываются относительно того, что было. То есть сразу зафиксирован повышенный радиационный фон. И это вот только на самом входе пещеры. А что же показывает у нас наш Radex? Сейчас проверим. Radex тоже показывает превышение. А нет, Radex у нас не показывает ничего. Как 0,4 было, так и есть.
Радекс пока ничего не чувствует. Так, ну что, предлагаю пройти в грот Снежный. Буквально первый грот. И там снова обратиться к нашим приборам. О, смотрите, смотрите. 0,5. 0,05 микрозиверта в час. Что-то прилетело. А интересно, сейчас я сделаю один маленький экспериментик. Смотрите, попробуем сейчас его сверху подержать. Есть ли разница? Так, опускаем. Нет, какой-то разницы от положения вверх-вниз не видно. А вот так выглядит это на графике. Смотрите, как сильно, резко возрос вот здесь вот, на этом участке, возросла мощность дозы, да? То есть явно Atom Swift зарегистрировал дополнительный источник. Думаю, что это все-таки радон. ДПР радона. Вот резкий скачок, когда мы вот подошли прямо ко входу. И вот сейчас мы здесь находимся и практически вот набираем статистику по ДПР радона. То есть сразу у входа заметно. Ну вот у нас совсем недалеко от входа. Это первый грот. Грот Снежный. Сейчас, правда, здесь вода. А зимой здесь нарастают красивейшие огромные кристаллы льда. Дальше идет наклонный ход. Итак, произведем сейчас замеры здесь в гроте Снежном. Посмотрим, что же здесь происходит. Atom Swift дает 3,4 микрозиверта в час. То есть так же, как и на входе. Сейчас посмотрим, что у нас график покажет. Ой, неудобно, как одной рукой. Смотрите, на графике четкие тенденции. Вот у нас, да, падение, набор. Вот мы от входа шли. Здесь немножко меньше. Но вот эти вот, это явный радон. Вот сейчас мы застопорились примерно на одном уровне. Нет, пошел, смотрите, пошел набор снова дальше. Здесь он родимый наш радончик. То есть повышение идет в течение одной, уже даже почти 2 минут. Так, ждем, пока наш Радекс наберет статистику. Он также в режиме поиска работает. Я его в режиме поиска запустил. То есть оба прибора работают в режиме поиска. Совершенно ничего не изменилось. Те же 3,4 микрозиверта в час. Ничего. То же самое и с Atom Swift. Но вот тут сейчас был скачок. Практически прямо перед тем, как я включил камеру. На 0,05 микрозиверта в час. То есть присутствует повышение. Вот видите, пик на графике пошел. Вот, повышение присутствует. Небольшое, правда. Сейчас посмотрим график. Боюсь уронить телефон. Вот он пик прямо отрисовался, смотрите. Видите, какое повышение пошло? Вот. Вот. То есть явно прилетел из пещеры ДПРчик. Вот здесь понижение. То есть вот такие плавные понижения и повышения. Это как раз характерно для ДПР радона, которые летают в воздухе.
Здесь вот прямо резко схватились мы, да? Если бы сейчас было все здесь ровно, то это говорило бы о том, вот здесь, да, на одном уровне шло, что мы нашли какой-то источник радиации помимо радона. А так это радон, однозначно. Причем в довольно-таки солидных количествах. По крайней мере, точно более 100 беккерелей на метр кубический. Так, и вот у нас следующий грот. Смотрите, здесь целая связочка. Все уже мокрое. Надо быть аккуратным, чтобы не улететь вот туда вниз, в грот Глыбовый. Но туда мы сходим потом. А сейчас мы сходим вот сюда, в грот ущелья звуков. Здесь слышен звук ручья. Вы, наверное, его слышите уже, который течет на глубине 15 метров. Мы потом у него тоже побываем. Вот, и сделаем сначала здесь замеры, потом уйдем вниз, в грот Глыбовый. Итак, друзья, мы в гроте ущелья звуков. Слышите, как шумит ручей? Он течет на глубине 15 метров. Вот сейчас подо мной практически почти щель. Я стою тут на камнях. И подо мной щель 15 метров глубиной. Внизу течет ручей. Именно из-за этого грот так и называется ущелье звуков. Потому что здесь очень хорошо слышен звук этого ручья. Какие же здесь у нас показания? Сейчас проверим. Воздух здесь циркулирует, потому что вода, она заставляет воздух циркулировать. Посмотрим, есть ли изменения. Радекс – это сама стабильность, смотрите. Нет. На 0,5 поменялся. Было 0,3, 0,4 я смотрел. Сейчас стало 0,5 сотых микрозиверта в час. Вот я специально включаю подсветку, чтобы было видно, потому что ношу прибор именно в таком полиэтиленовом пакете, в zip-пакете, чтобы не замарать его, так сказать, продуктами распада ДПР и другой радиоактивной хренью. 5, 6, смотрите, 6. Поменялся, то есть даже Радекс начал чувствовать радон. ДПР радона. Вообще радон тяжелый газ и должен опускаться вниз. Но здесь движение воздуха вполне продукты распада может гонять туда-сюда. Ну все, сейчас смотрим атом Swift. Показания атом Swift тоже колеблются от 0,04 до 0,05 микрозиверта в час. Сейчас был пик, вон его видно на графике. Вот. Вот, видите, 0,05 микрозиверта в час. Сейчас посмотрим график. График архива, вот он, смотрите какой. Такие вот появились пики, очень сильно колеблется мощность дозы. Это как раз именно говорит о том, что присутствует радон. Вот здесь, видите, на одном уровне побыл и пошел опять набирать статистику. Вот очень сильный скачок. Я уже камеру основную выключил. Очень сильный скачок получился. Смотрите, какой набор идет. Мы, конечно, не можем сказать конкретно концентрацию радона, но здесь точно порядка более 100 беккерелей на метр кубический. Вот он такой грот Глыбовый.
довольно-таки обширный, высокий. Назван так потому, что дно его усеяно глыбами. Смотрите сами. Вот так вот. По традиции первый прибор это Радекс. И у него также 0,04 микрозиверта в час. Ничего нового. Atom Swift тоже показывает 0,04, но смотрите, какой пик у него нарисовался. Вообще. Видно, что он доходил до 60, что ли, до 0,61 тысячная. Вот, 0,6 было, видели? Скакал опять пик. Вот, смотрите, какой график. То есть радона здесь становится больше. А это мы спустились от входа метра на 3, наверное, по вертикали, но на 4. И от ущелья звуков метра на 2. Смотрите. Смотрите, какой разброс пошел. И какие расстояния между вот этими нижними пиками, да? Между верхними. Такая буква W получилась. Английская. И это все тренд. Смотрите, отсюда до сюда, потом только на низ пошел. И то, возможно, сейчас дальше уйдет вверх, еще выше. Будем смотреть. То есть концентрация радона здесь увеличивается однозначно. Очень трудно дышать в респираторе, не знаю, сколько я еще протяну. Ну, как говорится, что не сделаешь ради эксперимента. Следующий год, в котором мы будем производить наши измерения, это год летучих мышей. К сожалению, летучих мышей здесь сейчас не очень-то, но в пещере, я думаю, мы их еще увидим. Вот такой небольшой грот. Вот здесь, кстати, как раз та трещина, которая идет по гроту ущелья звуков. Смотрите, сейчас мы где-то на глубине 10 метров от ущелья звуков. Вот такой гротик. Уже слышно шум водопада. Ручья, вернее, еще не водопада, водопад будет дальше. И нам вот туда сейчас надо будет. Вот сначала, конечно, мы проведем измерения. Вечно стабильный Радекс показывает нам те же 0,04 микрозиверта в час. И также 0,04 микрозиверта в час показывает у нас Atom Swift 0,5. Отреагировал, смотрите. Но смотрите, какой график. Какой график. По графику сразу видно, что происходит что-то не то вокруг. Радончик присутствует. Радончик дает о себе знать вот этими пиками, которые доходят до 48 тысячных. 0,48 тысячных. Смотрите, какой набор мощности дозы идет. Здесь не важно, насколько сильно поднимется пик. Главное, вот смотрите, идет набор мощности дозы. Вот это примерно у нас примерно минута у нас сейчас вот между соседними отметками, рисками. И смотрите, в течение 3 минут идет набор. И дальше пошел. Смотрите. Так, ну-ка. Вот интересный момент. Вот здесь вот у нас примерно на одном уровне застопорились. Что же будет? Такое ощущение, что мы столкнулись еще с каким-то источником. Сейчас попробуем поискать. Или здесь постоянный уровень радона. Постоянный уровень радона. Такое тоже может быть.
Смотрим 5 сотых микрозивертов в час. Сейчас попробуем выяснить. Вот, пошел вниз. Все, отлично, мы не двигались. График поднялся и ушел вниз. Это точно радон. Точно радон. Но уже смотрите, какая плотность. То есть графики уже не пляшет, а идет вот по прямой, сохраняя мощность дозы. Китая в озерный грот. Этот самый ручей образует водопад. 15-метровый водопад. Смотрите. Вот такой он озерный грот. Здесь летает. То есть воздух здесь активно циркулирует. И вот там, на глубине 15 метров, подземное озеро. А что же наши приборы? Давайте проверим. Смотрите, здесь уже и радекс отреагировал. 5 сотых микрозивертов в час, стабильно. Сейчас было 6 сотых. Вот, 6 сотых. 6 сотых микрозивертов в час. То есть здесь концентрация радона еще больше. Атом Свифт тоже показывает 5 сотых микрозивертов в час. Приходится кричать, чтобы переключать поток. 4 соты. Но посмотрим. А что же на графике у нас? Вот такой график. Смотрите, какие идут подъемы и спады. Вот здесь, вот, смотрите. Четкий подъем, спад, подъем. И сейчас у нас примерно выровнялось. Ведь это говорит о том, что здесь плотность радона достаточно большая. А мы уходим вглубь пещеры. Это у нас грот нижний, ручей, текущий в грот озерный. Посмотрим, что же у нас здесь с радиацией. Наш радекс снова вернулся в стабильное состояние, 4 сотые микрозивертов в час. То есть концентрация радона, я считаю, уменьшилась. Об этом же говорят и показания атом Свифта. Смотрите, здесь какой-то пик прошел. И все. И все стабилизировать примерно на... Ну, наверное, на 43. Вот здесь на 40 оно вышло уже. Тысячных микрозивертов в час. Вот даже уже на 3 сотые микрозиверта в час ушло. Но видно, как график телепался. То есть радончик ушел. Ушел, поменьше стало. Почти как на входе. А вот и самый большой грот пещеры, который так и называется, большой. Сейчас мы пойдем по нему и будем отслеживать показания нашего радекса. Вот такая красота. Высота грота до 10 метров, длина 25 метров.
Здесь показания радекса колеблются. Ноль шесть сотых. Пять сотых. Но смотрите, какой гроз здоровый. Смотрите, какая красота. Вот так. Но мы с вами отвлеклись от темы. Что же наши дозиметры? Радекс 0,07 микрозиверта в час. Смотрите, здесь больше показывает радекс. Появилось больше высоких энергий. Интересно. Его показания прыгали 0,08 микрозиверта в час. Связано ли это с ДПР радоном? Не знаю. Попробуем выяснить. Смотрите, на этом свифте показания 0,08 микрозиверта в час. 0,07. То есть примерно такие же, даже такие же точно, 0,08 у меня и радость показывает. А что график показывает? Наш график показывает несколько сработок, видите, есть. Превышение порога. Но порог не был превышен по мощности дозы, но по количеству импульсов он был превышен. Смотрите, максимальный, сколько получается это у нас? 89 тысячных. 89 тысячных были показания, почти 0,9. 9 сотых, почти. Сейчас немножко упали. Сейчас я пройдусь еще по гроту, держа в руках оба дозиметра, и попытаюсь найти самое радиоактивное место. Вот очень интересный момент. Дозиметры показывают практически одно и то же значение мощности дозы. Чуть больше, бывает, прыгает на радексе, а бывает и наоборот. И это при том, что я иду над водой, не над грунтом. Все дозиметры, кстати, калибруются по цезию, как я уже не раз говорил. Неужто и здесь чернобыльский цезий попал? Не должно быть. Хотя до наших краев он дошел, конечно. Вот, видели, 0,08 микрозивертов в час опять. Один в один были показания. Вынужден двигаться медленно, потому что под ногами камни. А держать 2 дозиметра и камеру 2 руками сложно. Вот. Видно, что показания пошли на уменьшение. Надо еще посмотреть график архив атом свифта. Он нам может рассказать значительно больше, чем показания радекса. Да, смотрите, на обоих приборах показания пошли на уменьшение. То мы сейчас возвращаемся к началу большого грота. В конце и посередине грота они доходили до 9 сотых, ой, поскользнулся, до 9 сотых микрозивертов в час.
Я заморочился и нашел все-таки это место, эту точку с повышенной радиацией. Сейчас вам покажу. Повышенным фоном обладает, кстати, вот вся вот эта вот глиняная осыпь. Вот вся глиняная осыпь, она обладает повышенным фоном. Вот именно это место. Какое-то здесь отложение более радиоактивного материала. И это не радон. По крайней мере, я так думаю. Смотрите, я нашел точку одну. Более такую сильную, так скажем. Так, я его перевел в режим измерения. Он нам сразу выдал 12 сотых микрозивертов в час. Вот, смотрите. Думаю, видно было. И все, только гамма. Одиннадцать начал усреднять. Окошко у нас на бету тоже открыто. Полиэтилен, конечно, будет немного тормозить ее, но не настолько, чтобы не зафиксировать. 10 сотых микрозивертов в час по гамме. По бете ни одного распада нет. А теперь наш Atom Swift. Смотрим. На графике у нас сразу появился превышение порога по импульсам. Мощность дозы сейчас 12 сотых микрозивертов в час. Слышно звуковой сигнал, я думаю, вы его слышите, о превышении порога по импульсам. 11 сотых микрозивертов в час. 10. 13, 12. И постоянно слышен звук превышения. Вот сработал. Вот, смотрите, 16 сотых микрозивертов в час даже было. Это явно не радон. Как видно, я держу прибор на одном расстоянии, около грунта. И смотрите, даже по графику видно, что график более-менее идет на одном уровне. Среднее значение его идет на одном уровне. То есть нет таких наборов высоты, снижений, характерных для радона. Он поднялся и идет примерно на этом уровне. Это не радон, точно. То есть, видите, это колебание графика, колебание мощности дозы стандартные, они, обычное значение. Надо бы, конечно, по-нормальному взять сейчас грунт здесь на пробу, на спектрометрию. Но я к такому исходу был не готов, к такому варианту. Думал, только радон, а радон в кулек не наберешь, поэтому и кулька я не взял. Вот. А так, чтобы взять эту глину на пробу и отправить Сергею Белкину на спектрометрию, было бы вообще прекрасно. Так, пойдем прогуляемся еще в этот ход, посмотрим заодно, что здесь творится. Вот здесь интересные такие образования, это называется пещерный виноград.
Смотрите, правда, похоже на грозди винограда. Но радиации в нем нет. Недавно буквально мы проходили вот там, в самом низу. Под водой. Под капелью. Вот так вот. Такая вот здесь красота. Сейчас весна у нас кругом в пещере водичка течет. Это грот белый у нас. Вот такая красота. Смотрите, туда вот ход. Можно уйти. Здесь вот такой натек. Красивый. Но показания дозиметра 0,05 микрозивертов в час. Это Atom Swift. Ничего особенного. Даже радона здесь совсем немножко. Я бы так сказал. На обратном пути, когда возвращался из Белого грота, я прошел этот участок с дозиметром Radix 1008. Ничего интересного не увидел. Но и при просмотре графика видно, графика на Atom Swift, видно, опять же, тот же радон, но в небольших относительно количествах. Не так, как было около Озерного. А сейчас мы с вами, друзья, в гроте чудес. Это один из самых таких величественных и красивых, небольших, но красивых гротов Пашистской пещеры. Вот прямо за мной натек каменный водопад. Тоже очень красивый, красивейший натек просто. Водичка, стекая сверху, нарастила вот такой кальцитовый каскад. А что же у нас здесь показывают наши дозиметры? Смотрим Radix 1008. 0,09 микрозивертов в час. Тоже интересное число, слушайте. 0,09 микрозивертов в час. Ну-ка сейчас немножко отойдем отсюда. Посмотрим, поменяется ли что-то. Восемь сотых, ну это нормально, это может быть, погоди, 7 сотых. Интересно, вот это уже интересно. Вернемся. Восемь сотых. Семь сотых. Нет, ничего необычного. Стандартный, как скажем, разброс показаний. А вот на графике Atom Swift видно опять же радон. Опять радон. Вот его четкий пик. Вот. Сброс. Резкий опять подъем. И тихонечко колеблется. Причем, смотрите, сколько. 2 минуты набор мощности дозы идет. Мы стоим на месте, получается. Так что вот такие дела. Радончик здесь есть. Ну вот, смотрите, пошел. Ну и правильно, это узловой, так скажем, грот пещеры. Здесь вот водичка течет на каменном водопаде. Да? Вот сюда ход пойдет сталактитовый. Мы туда тоже сходим. И южный, если у нас останется время, потому что время
и батареи на исходе. Ну а на графике, да, пошел раздрайв, так скажем. Ну, примерно одинакового уровня, одного уровня радон. Такое ощущение, что он здесь более-менее постоянно выделяется, постоянно. Или скапливается, может быть. В гроте сталактитовом в камне пробило такой желоб и размыло осевший когда-то здесь глиняный нанос. И вот здесь-то тоже вылезло интересное место. Сейчас покажу, смотрите, вот этот глиняный нанос, он тоже фонит. Так же, как в гроте большом, но даже значительно больше. Я радексом смотрю. Радексом, смотрите, 14 сотых микрозивертов в час. Микрозивертов в час. Вот именно вот в этом месте. Если мы подальше отходим, показания меняются на более низкие. Смотрите. Радекс работает медленно. Вот смотрите, сейчас 12 сотых микрозивертов в час. Вот видно. Вот это место, оно наиболее выделяется своей радиоактивностью. Смотрите, 14 сотых микрозивертов в час. Сейчас я отведу свет. 14 сотых микрозивертов в час. Это больше даже, чем в большом гроте. То есть источник радиации, скорее всего, один и тот же, но здесь его масса больше. Сейчас проверим атом Свифтом. Так, берем наш атом Свифт, подносим к месту его и смотрим, что же получается. 9, так, 10. 10 микрозивертов в час. Смотрим, пробуем найти. Возможно, Радекс ошибся. 8. Странно, очень странно. 9. Так, 10. И слышим, сработочка прошла. Превышение по CPS. Нет, странно, сейчас мощность дозы не прыгает выше 12 сотых микрозивертов в час, а то и до того меньше. Там 8, я смотрю, проскакивает. Но не может радиация уйти. Если она в грунте. Если это не радон. И здесь все чисто, смотрите. Нет сработок. Если вот на этом куске глины, в этом борту, надо правильно сказать, еще есть что-то. Но и то уже никаких сработок нет. Смотрите. А то ведь они были постоянно был весь график красный. А сейчас ничего. Может, тогда и в большом гроте был все-таки радон?
На обратном пути обязательно еще раз сделаю там замер. Все, ручей уходит дальше под своды стен. Там еще можно ползти около 120 метров, но для нас это сегодня недоступно. Для нас этот вариант недоступен. А мы в последнем доступном для нас гроте дальнем. Вот такой здесь тоже, смотрите, кругом наносы глины. И посмотрим, что этот грот нам даст. Будут ли какие-то сработочки? Это, смотрите, вот он такой достаточно интересный. Здесь я в свое время отмечал очень хорошая акустика. Надо вот так под склон встать. Ну, из него уже сделали скульптурный грот. Такая вот медитация. А наши приборы почему-то молчат. Так, опа, а я и не ожидал. Радекс 16 сотых микрозивертов в час. Интересно. Попробуем найти источник. Пятнадцать. Четырнадцать. 13. То есть мы как бы уходим. Получается так. Ну-ка вернемся. Двенадцать. Не очень мне понятно это. А вот опять 14 стало. Пятнадцать. 16. 14. 15. Вот сюда поворачиваюсь, и показания увеличиваются. Но не стена же это. Нет. Двенадцать стало. 13. Странно, что молчит Atom Swift.
13. Вот когда я начинаю движение, сразу почему-то как бы показания увеличиваются. Странно даже. У Земли они тоже увеличились. Смотрите. 16 сотых. Так, сработка на свифте прозвучала. Превышение порога 15 сотых микрозиверта в час. И радиус 16 сотых показывает. Сейчас попробуем со свифтом пройтись около грунта. Так, вот пошло наращивание показаний. Это там же, где я держал радекс. Превышение 15 сотых микрозиверта в час, 16 сотых. То есть те же показания, что и у радекса. Сработка по мощности дозы должна быть. Но почему-то она не отобразилась на графике, хотя дозиметр пищал. У меня сдвинулся график, да, вот она. Она была хорошая, 3 точки, что и 6 секунд. Была превышена доза, порог мощности дозы в 15 микрозивертов в час. Вот сейчас тоже идет превышение, но по CPS. Странное поведение, конечно. Я начал склоняться к тому, что все-таки это не какой-то отдельный источник, а это тоже влияние радона. Почему? Потому что когда я сюда заходил сначала перед съемкой, чтобы проверить, что-то зря-то снимать, да, здесь были совершенно другие показания. А потом я прошелся, видимо, ДПР немножко разогнал, радончик разогнал, а радона нет, ДПР они быстро тоже исчезают. И поэтому показания, когда я начал снимать, были совершенно другие. Не такие, которые я увидел изначально. Так что я думаю, что это радон. Сейчас мы все-таки проверим еще в Большом Гроте. И если в Большом Гроте тоже у нас будут другие показания, то это точно радон. А вот здесь я почти на все 100% уверен. Потому что людей здесь ходит мало. Некоторые даже не находят дорогу в эту часть пещеры. И поэтому здесь воздух может элементарно застаивается. Такой, видите, тупиковый грот. Вот. У меня такие соображения. А у вас какие? Если есть какие-то другие соображения, напишите в комментарии, конечно. Будет очень интересно почитать, ознакомиться. Куда в пещере без чая-то? Столько уже времени под землей. Надо и чаю попить. Заодно итоги подведем. Как я понял, радону здесь предостаточно. Особенно это два места, вот я таких выделил. Это Озерный грот и вот край большого, окончание большого грота. Но это можно как промежуточный считать. И вот дальний грот. Дальний грот и прилегающий к нему сталактитовый. Почему мне кажется так? Потому что воздух здесь более такой застойный, однообразный, да? Тяги меньше,
И, естественно, радон, он скапливается вот здесь, как в мешке. Но уже вот в гроте чудес радон, конечно, присутствует, но здесь уже не так. А тут меня просто удивило. Я говорю, я вот в этих местах, я подумал, что там какой-то другой изотоп еще есть, который дает отдельно фон. Но вот поведение, продолжительное наблюдение за этим местом, оно все-таки меня натолкнуло на мысль, что дело не в изотопе, а это такое влияние радона. А вот в конце большого грота результат остается тот же. Сработки и превышение порога. Максимальный результат был до 16 сотых микрозивертов в час. То есть превышение порога в 15 сотых микрозивертов в час. Хотя я думаю, это тоже может быть радон. Видно по графику, что здесь, так скажем, однородный фон. На этом участке как раз, пока я держал сам Atom Swift около грунта, однородный фон. Хотя скачки тоже есть. В общем, надо выяснять. Сегодня это, наверное, так и останется загадкой. Смотрите, что показывает Радекс. 62 сотые микрозиверта в час. Это на респираторе он сейчас лежит. На респираторе, которым мы дышали. 64. Там же лежит наш Atom Swift. Но Atom Swift пока не слышно вообще ничего. 66 сотых микрозиверта в час. 68. Мне даже страшно немножко. 69 сотых микрозиверта в час. Один микрозиверт 6 сотых. Все, сдвинулось немножко. На один микрозиверт зафонил. Ничего себе. Вот это да. Все, видимо, пошел в спад. 68. 70 там было. 63. Все. Падают показания Радекса. 59 пошло на убыль. На убыль все идет. Сейчас, наверное, у нас уже. Да, 57. Все пошло на убыль. Ну-ка, давайте я там свист сюда же положим. Будет разница какая-то, нет? А там свист вот таким скачкообразным графиком показывает, что да, что-то происходит. Радон есть. Радон есть, но не настолько высоко он чувствует вот эти ДПР радона, как нам показал Радекс 1008. Вот уже сколько времени прошло, а все равно присутствует еще 46 сотых микрозивертов в час. Мощность дозы. Радекс показывает 49. Но меняется. Одно распадается, другое появляется. Тоже распадается. Сейчас посмотрим, в режим измерения переведем. Какие типы излучения нам покажут. Гамма-излучение, бета, распад будет или нет. Интересно. О, смотрите. 50 бета-распадов. То есть явно 5 сотых микрозивертов в час идет, смотрите. 5 сотых микрозивертов в час и 50 бета-распадов. Смотрите, 55. Да это страшный респиратор теперь. Обалдеть. Страшно, страшно просто.
66 бета-распадов в минуту. И по гамме 0,05 микрозивертов в час. То есть у нас Atom Swift хорошо считал гамму считал, немножко бету почувствовал, но основную бету он упускает, он не чувствует бету. Смотрите, 69 распадов в минуту, 78, 73, 0,06 микрозиверта в час по гамме, гамма-излучения, и 73 распада в минуту по бете, бета-распадов, 74. Обалдеть! Так, вот 76 распадов в минуту и 0,06 микрозиверта, 0,07 микрозиверта в час. Что, 80 распадов стало? Обалдеть! Сколько же еще будет? 80 распадов, 82 распада в минуту. Ну что, друзья, я вообще в шоке. Даже не знаю сейчас, ходить, не ходить в пещерах или ходить только с респиратором. Потому что я просто не предполагал. Я думал, что может быть будет там превышение небольшое на сколько-то процентов. Но чтобы вот так, это все равно, что на злой гранитной плитке у скорбящей матери сидеть у нас в Перми. Блин, да не сидеть, а носом в нее уткнуться. Вот так. Это просто что-то. Интересно бы, конечно, пересчитать это в беккереле на метр кубический. Но я попробую его пересчитать, потому что есть такая технология. Я сейчас не помню просто во сколько раз должно быть увеличение. По-моему, в 4 раза. Да? И чтобы превысило 100 беккерелей. Не помню сейчас. Я посчитаю и досниму, наверное, это видео. Досниму или... Нет, я сделаю это в Телеграме. В Телеге я сделаю шортик такой и в Телеге выложу. Поэтому в нашу Телегу подписывайтесь, чтобы узнать точные данные. Ссылочка есть в описании к видео. Так, ну я в шоке просто, друзья. Я не знаю. В общем, надеюсь, вам было тоже с нами интересно. Полюбовались пещерой. Вот так она такие сюрпризы преподносит. А еще ведь у нас остался большой грот, в котором что-то есть. Прошло уже минут 15-20, как я вышел из пещеры, снял видео предыдущее, концовочку. А на приборе еще все равно 70 распадов в минуту. 70 бета-распадов в минуту. И 0,05 микрозивертов в час. Прошло уже почти 2 часа, как мы вышли из пещеры. Смотрите, а бета-распад на респираторе все еще продолжается. 12 распадов в минуту. При том, что по фону здесь вообще нет бета-излучения.